Привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном билде для PvP, для охотника на демонов. Этот билд открылся после перехода на Пекло 7. Появилось несколько классных сущностей, о которых я вам хочу рассказать, потому что вчера я нафармил все необходимые сущности, и сегодня его уже хочу протестировать вместе с вами. Давайте разберемся, что у меня в этом билде. Ну, если мы посмотрим на мою оружейную, у меня тут достаточно много вариантов. И вот основной мой PvP билд — это PvP Awake. Там я настроил все на максимальный урон, но PvP Strafe, я играю в основном на английском языке, но вот для роликов переключаю на русский. Это PvP, заточенный на обстрел и также отрыв. Какие у меня здесь сущности? Мы сейчас его выберем. Кстати, очень странная фигня. Вот смотрите, когда я выбираю вот этот, например, PvP Awake, я вижу, какие у меня тут фамильяры, какая у меня ветка совершенствования, а когда я выбираю PvP Strafe, я не вижу этого. И плюс у меня здесь куда-то пропадают все камни, это какой-то баг, но реально-то они остаются, эти камни. И давайте разберем его конкретно, что у меня в этом PvP билде из навыков, ветки совершенствования и комплектных предметов. Начнем мы, конечно же, с умений. И это, конечно же, отрыв, обстрел, шакрам и еще маятник смерти. И основной наш навык — это, конечно же, обстрел, который делает основной урон, но все заточено на то, что мы очень часто прыгаем с помощью отрыва. Шакрам нам позволяет оттолкнуть противников и собрать их. Ну, еще один способ сбежать из поля боя, если ты попал в какой-то капкан, это, конечно, маятник смерти. Еще один способ убежать, так сказать, из замеса. Ну, давайте посмотрим, какие у меня сущности назначены на моей экипировке. На шлем, плечи и штаны я назначаю сущности для отрыва. На штанах у меня тайный защитник. Отрыв создает щит, поглощающий 10622 единицы урона. Это сделано для того, что если другие игроки используют какие-то отрицательные эффекты, которые наносят периодический урон, если у тебя уже очень мало здоровья, ты с помощью отрыва сможешь создавать щит, который будет поглощать негативное действие этих эффектов, и ты сразу же не умрешь. Это довольно старая сущность, она из прошлых пекла, поэтому она практически у всех есть. Я думаю, игроков, которые еще не находятся на уровне сложности пекла 7. На шлеме у меня благоразумный выбор, тоже довольно старая сущность и очень классная. Она восстанавливает время действия отрыва на 1,45 секунд каждый раз, когда мы получаем урон. И это ключевая сущность, потому что, вы бегаете по PvP-полю и постоянно получаете урон. А в это время ваш отрыв восстанавливается. И самое интересное — это, конечно же, плечи. Это новая легендарная сущность Пекла 7, рискованный побег. Отрыв теперь позволяет вам совершить рывок в указанную точку, нанося урон и отбрасывая противников на своем пути. Рывок раскалывает броню пораженных противников, после чего они получают от вас еще больше урона. До этого билда я использовал немножко другую сущность на отрыве, и большинство игроков, они использовали растущую жестокость. Вот такой вот в виде скелетика плечевой доспех. Отрыв тогда позволяет совершить рывок вперед, при этом вы наносите урон пораженным врагам и обездвиживаете их, не позволяя применять умение с рывком. Тоже классная сущность, но ее особенность, если мы ее выберем, да, и посмотрим, какой у нее кулдаун, выбираем отрыв. У нее кулдаун, вы видите, время восстановления 8 секунд. Вы делаете выпад клинком, вот мы назначаем этот отчаянный выпад и наносим 37 770
единиц урона, а также обездвиживаем их. Каждый раз, когда мы это делаем, у нас кулдаун — это 8 секунд, и всего у нас есть 2 отрыва. Но если мы назначаем сущность новую из пекла 7, рискованный побег, смотрите, что у нас получается. У нас время восстановления этого отрыва всего 6 секунд. При этом мы даем чуть-чуть меньше урон, всего 29 143 единицы, но оглушаем противников на своем пути. И самое важное, что рывок раскалывает броню пораженных противников, после чего они получают от вас на 40% больше урона в течение 2 секунд. Ты можешь дамажить их и наносить им на 40% больше урона. И это негативный эффект, который можно усилить за счет комплектного предмета или камней, которые увеличивают негативные эффекты. У меня, я сейчас скажу, я еще не собрал комплект с негативными эффектами, у меня только положительные эффекты увеличиваются, но я сейчас чуть позже об этом расскажу. Давайте посмотрим, какие у меня еще сущности. На корпус мы назначаем плетение жизни Роделлы. За каждое поражение цели обстрелом урон, наносимый ей данным умением, увеличивается на 6% на 1 секунду и вплоть до 30%. Также на обстрел мы назначаем наши стойки оружия, что вместо обычного обстрела у нас теперь обстрел случайным образом выпускает в ближайших противников пронзающие стрелы, они более дамажные. Ну, мы также назначаем на вторую стойку оружия, что обстрел запускает самонаводящиеся ракеты, это суматоха. И увеличиваем кулдаун на 39%, что тоже немаловажно, потому что у нас не восстанавливается обстрел, если мы попадаем по противникам. И, конечно же, вы видели, что у меня в умении шакрам. На шакрам мы назначаем ветряной кромсатель. Это сущность лунный электрум, одна из моих любимых. Мы выпускаем шакрам, который отталкивает противников, он их тянет за собой и потом взрывается и наносит большой урон. Получается, у меня такой сбалансированный билд, который будут бустовать и положительные эффекты, и отрицательные эффекты. Соответственно, в ваших комплектных предметах должны быть и положительные, и отрицательные эффекты. Ну и также он заточен на огромное количество рывков. У нас в умениях есть отрыв, у нас в умениях есть маятник смерти. Мы постоянно прыгаем. И все это тоже может бустоваться определенными комплектными предметами. Какие комплектные предметы я использую? Ну, здесь я использую свой основной сетап для PvP. Это желание Витху 4 предмета и награда мрачного проводника 4 предмета. Да, конечно, для этого билда лучше подойдет комплектный предмет, который увеличивает негативные эффекты. Чуть позже я его соберу и сделаю отдельное видео по этому. Но в награда мрачного проводника почему мне нравится? Потому что мы постоянно совершаем рывки, а во время рывков увеличивается наносимый урон на 15%. Ну и, конечно же, повышается вероятность крита, что очень важно. В совокупности это, конечно, сильно увеличивает наш урон. Ну и, естественно, вы видите, что все предметы экипировки у меня пробужденные, а поэтому мы получаем достаточно большой буст по эффектам за пробуждение. Например, вот на отрыв у нас назначено 3 сущности, и каждая из них сокращает время восстановления отрыва на 10%. Сокращает время восстановления отрыва на 10% за пробуждение. Сокращает время восстановления отрыва на 10%. И несколько сущностей у нас назначены на обстрел. Он увеличивает урон от обстрела на 10%. Увеличивает урон от обстрела на 10%. Этот тоже увеличивает урон от обстрела на 10%. 4 сущности увеличивают урон от обстрела на 10%. То есть мы уже на 40% бустуем наш обстрел. Шакрам у нас увеличивает урон от вращающихся шакрама на 10%, пробужденный предмет с сущностью лунный электрум. Ну, шакрам нам больше важен для того, чтобы оттолкнуть противников. Какую я использую ветку совершенствования? Разумеется, я использую гладиатор.
Почему я использую гладиатор? Ну, потому что у нас есть возможность спастись от гибели. На 3 секунды мы можем получить иммунитет от урона. Единственный минус этого, что мы замираем на 3 секунды, потом наша жизнь восстанавливается, нам нужно очень быстро сбежать с места, где нас дамажат, иначе нас просто убьют. Я выбираю сообразительность, сокращает время действия эффектов потери контроля, неуправляемость, вы получаете невосприимчивость, и также закаленный ветеран и подавление. Они бустуют наш урон против игроков. Дополнительную ветку я использую морозный заряд. Так как у нас очень многое заточено на умение с рывком, поэтому умения с рывком выпускают вокруг вас заряды льда, поражающие противников окоченением. Что касается комнаты отряда, то практически всегда я использую защитник, где вероятность блока повышена на 5%, чтобы увеличить свою защиту. Ну и здесь мне очень нравится бонус реликта, который увеличивает ваш запас здоровья на 6%, а также размер на 15%. Вы видите, что мой герой, он выглядит такой большой. Ну и фамильяр с навыком «Спаситель». Это отдельная тема, на самом деле, для видео. Как заполучить такого фамильяра? Можно довольно долго его соединять с другими и надеяться на удачу, но самый простой способ — это, конечно, зайти в магазин, отсортировать фамильяров по навыку Спаситель и купить самого дешевого. В общем, Спаситель — это must-have, это геймчейнджер в PvP, потому что фамильяр один раз может предотвратить вашу гибель и дать невосприимчивость к урону на 3 секунды. Это очень крутой навык, потому что, в отличие от бессмертия в Гладиаторе, вы здесь не замораживаетесь, вы с этой одной жизнью бегаете 3 секунды и можете спокойно убежать. Да, кстати, буквально вчера я скрещивал фамильярчиков и получил вот такого замечательного котика, вот, двухголового. Ох ты, какой же он красавчик. И мне нравится, что здесь устойчивость у него по максимуму, но у него нет спасителя, поэтому я его использую для PvE. Теперь он дает еще и щит, и самый, наверное, классный фамильяр для PvP — это такой котик со спасителем и с навыком, который увеличивает уклонение от атак. В общем, видите, мне фартануло и выпал такой двухголовый котик. Я его просто хочу оставить, потому что мне нравятся такие необычные фамильяры. И вообще я фанат котиков. Вот, собственно, мой PvP-билд, какие я использую камни. Здесь я не могу многое вам сказать, потому что я не такой серьезный собиратель камней, я не так много играю, и буквально там 1-2 часа в день. У меня нет возможности фармить бесконечное количество камней, но вот видите, за 1,5 года я добрался с небольшими донатами до 2230 резонанса, и у меня череп скорби заточен на урон. У меня, конечно же, вместилище мглы, которое выпускает ветряные клинки и тоже заточен на урон. У меня, конечно же, осколок звездного камня, он сбрасывает метеориты и тоже дает 300% урона. У меня укус гадюки, она накладывает периодический урон. У меня хватка боли. Хватка боли, когда вы накладываете периодический урон, этот камень, он увеличивает урон на таких противников на 16%. У меня плач матери, заточенный на увеличение крита, конечно же, это бурлящий скот, один из имбовых камней, который тоже увеличивает крит и накладывает периодику. И классный камень, двухзвездный, жгучее презрение. Критические удары вызывают взрывы, наносящие 80% базового урона. Очень крутой камень. Я рекомендую его для персонажей, которые заточены на крит, а вы видели, что отрыв, благодаря комплектным предметам, когда мы совершаем рывок вперед, он увеличивает критический удар у нас. Поэтому такой билд может показаться довольно дамажным. Давайте его протестируем на тренировочной площадке. Сейчас у нас поле боя еще не активно, и мы сделаем короткий забег. Выберем поле боя сопровождения и начнем тренировочку. В общем, ребят, тут все у нас заточено на рывки.
которые у нас к тому же еще и быстро восстанавливаются. Поэтому мы побежим к тому идолу и будем дамажить ребят прыжками. Но видите, у нас есть друзья там, которые... это все боты, но они тоже достаточно сильные, поэтому нам тут главное не проиграть. Ух ты, слушайте, ну тут... это что такое вообще? Давайте его уберем. Кто там у нас такой... сильный? Вот видите, у меня очень быстро восстанавливается отрыв. Я практически постоянно прыгаю вперед-назад. И это ключевая особенность этого билда. Мы выпускаем шакрам, прыгаем и потом наносим игрокам, через которых мы прыгнули, повышенный урон. Ждем наших следующих жертв. Прыгаем. Опа. Опа. А что-то у меня не так уж и быстро восстанавливается отрыв. Ну, на самом деле, здесь очень много контролирующих персонажей. Вот. И мне достаточно... Выпустим шакрамчик. И еще, и, конечно, я играю на холодную. Это уже моя коронная спраза, когда я проигрываю. Слушайте, ну что, я против ботов, что ли, проиграю? Ну это же вообще... Давайте, ребят. Че мы там? Ну мы пока выигрываем. Немножко подзарядим наше здоровье. В общем, этот билд как раз на прыжки. И вы видите, как быстро восстанавливается отрыв. Кстати, некоторые блогеры сказали, что, блин, Demon Hunter после Пекла 7 нужно немножко понерфить, потому что он так мощно и часто стал прыгать. Вы увидели, я прыгаю постоянно. Эй, ну ты чё встал-то, блин? Это джойстик или что? Умри же, наконец, бот. Так, сейчас надо с ботами быть поосторожнее, потому что с развитием искусственного интеллекта он в какой-то момент выйдет из-под контроля, ребят. И важно, чтобы вы с ним дружили, особо его не обижали. Тогда вам сделают скидку, когда будут завоевывать все человечество. Так, ну, я смотрю, наш идол все-таки идет сильнее. Ребята из команды... боты из команды делают свое дело. А мы тут убиваем ботов у идола. Немножечко подзарядимся, потому что, да, мы потратили очень много здоровья, прыгая через них отрывом. Давай. Вот шакрамчик как раз скинул их с идола, а мы в это время попрыгаем через них отрывом. Чук. Опа, Барбариан. Мы тебя. Опа. Очень круто. Часто срабатывает отрыв. Мне реально это нравится. Не терпится посмотреть, как на реальном поле боя это будет выглядеть. Но там, конечно, в большей степени с моим резонансом и уровнем развития моего героя зависит от того, с кем тебя, собственно, смачат. Потому что если ты выпадешь на поле боя с китами, у которых там и резонанс, и статы под 5000, то мой урон им, как, я не знаю, там, легкое перышко по их броне. Поэтому, конечно, матчинг очень важен. Блин, ну как он быстро прыгает и восстанавливает отрыв. Это мне прям очень нравится. В общем, тут задача получать небольшой какой-нибудь урон, чтобы у тебя постоянно восстанавливался отрыв. Слушай, а вот это сильный парень у нас был. И прикол, что у тебя как бы не только отрыв, у тебя еще и маятник смерти, с помощью которого ты можешь убежать, когда у тебя нет урона. Ты, допустим, там на последнем издыхании бежишь, чтобы все-таки сбежать от смерти. Ребят, ну вы охренели, что ли? Вы там будете выигрывать или нет? Ну, сколько я могу тут уже дамажить этих ребят? Они сейчас выиграют.
Это чё, блин, за такое? Мы чё, еще проиграем? Да, мы победили. Ну, вы видите, это победный билд, ребята. По крайней мере, победный против ботов. В общем, я рекомендую обратить внимание на этот билд, если вы на Пекло 7 и играете за охотника на демонов. Он реально классный. Так что, ребят, советую вам посмотреть этот билд. Я его еще буду тестировать с комплектными предметами, которые увеличивают время действия негативных эффектов. Если вы еще не подписаны, подпишитесь на мой канал. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а мы с вами увидимся в следующем видео.